Немногие знают, что в Турции на алименты могут претендовать не только дети турецкого гражданина, но еще и его жена. Причем даже если брак еще официально не расторгнут. Есть такое понятие, как временные алименты. Я хочу, чтобы вы знали этот термин по-турецки. Он называется тедбир нафакасы. Что такое временные алименты? Это алименты, которые выплачиваются до вынесения решения суда. Сейчас я объясню на примерах. То есть, например, женщина хочет развестись, нуждается при этом в материальной поддержке. Она может вместе с подачей иска о разводе требовать временных алиментов именно для себя. Она будет получать эти алименты, если суд их утвердит, на протяжении бракоразводного процесса, не дожидаясь его окончания. Также временные алименты можно получить еще до того, как вы подали на развод. Если женщина оказалась в сложной жизненной ситуации, например, муж ушел из дома, перестал обеспечивать, или жена вынуждена была сама уйти из дома по причине неадекватного поведения своего мужа и так далее. Она может подать на временные алименты даже еще до того, как она подаст на развод. В Турции временные алименты с большой долей вероятности потом суд заменит на алименты постоянные. Постоянные алименты – это уже алименты, которые будут выплачиваться по решению суда. Не во время процесса, а после него. И постоянные алименты, на которые претендует именно супруга, не дети, это тип алиментов называется алименты по бедности. Тоже я хочу, чтобы вы знали турецкий термин «йоксулук нафакасы». Тогда женщина должна отвечать двум условиям. Во-первых, она должна в ходе судебного процесса бракоразводного быть признана менее виновной стороной. Мы с вами общались в одном из видео о том, когда супруга или супруг будет признаны более-менее виновной стороной, на каком основании суд выносит эти решения. Я оставлю под этим видео ссылку, вы можете подробно посмотреть, ознакомиться. Второе условие для получения алиментов по бедности – это, соответственно, доказать, что после развода или в связи с разводом у супруги возникнут финансовые трудности. Суд будет принимать во внимание ее заработную плату, работу, образование, активы, доходы и так далее. Нужно здесь отметить, что на территории Турции супруга может получить алименты по бедности, даже если она работает. В том случае, если она получает минимальную установленную зарплату на территории Турции. Напоминаю, что на 2021 год минимальная зарплата в Турции – это 2825 турецких лир. И при этом муж должен получать зарплату выше минимальной. Хочу сказать, что, уважаемые женщины, если у вас действительно есть финансовые трудности, то шансы получить как временные алименты, так и постоянные алименты у вас достаточно высоки. И если суд не назначил вам временных алиментов, то это не повод отчаиваться и опускать руки, это повод бороться дальше, потому что во время процесса суд может изменить свое решение и постоянные алименты по бедности вам уже назначить. Размер алиментов зависит, естественно, от заработной платы супруга, но нет какой-то конкретной формулы того, каким образом суд рассчитывает сумму. Сумма алиментов
устанавливается на усмотрение суда. Примерно на практике она составляет 1/4 от заработной платы супруга. Даже если супруг не работает, то суд обяжет его выплачивать алименты для жены, если она нуждается в материальной помощи. Алименты перестанут выплачиваться супруге, во-первых, если она повторно выйдет замуж, во-вторых, если бывший муж сможет доказать, что она ведет безнравственный образ жизни, или же что она живет в гражданском браке с другим мужчиной. Или, соответственно, если ее финансовое положение улучшится настолько, что больше она в материальной поддержке не будет нуждаться. Я надеюсь, что это видео было вам полезным. Задавайте свои вопросы в комментариях. И помните, что каждый ваш лайк – это спасибо за наш труд. Всего вам доброго и до встречи в следующих роликах.